Это наш дом в горах Грузии, почти 700 метров над уровнем моря. И иногда по утрам такое чувство, будто живешь в облаках. Мы, молодая семья с двумя маленькими детьми, осознанно выбрали путь непривычной системы и переехали в деревню, чтобы строить жизнь, опираясь на собственные ресурсы. Здесь мы развиваем хозяйство, выращиваем свои продукты и учимся быть максимально самостоятельными. Весна на пасеке начинается с большой тайны. Мы открываем сезон новым методом и готовимся к самому необычному эксперименту – разведению золотой бабочки. А что это за существо и зачем оно нам, расскажем, но не все сразу. А еще мы отмечали день рождения Таисии и весенний праздник в садике. Пекли торты для торжества и сажали очередные редкие цветы от наших соседей. Погнали! Так, пришли посмотреть, как поживают наши пчелки. У нас сейчас 13 марта, поэтому вовсю уже вон летают, так сказать. Хочу поставить им вот такое для сборки пыльцы приспособление. То есть пока включать его не будем. То есть сейчас покажу. Режим включения это делается вот так, да? То есть пчела заползает сквозь эти отверстия, и с лапок у нее сваливается пыльца и попадает вот в этот контейнер. И вот тут удобно это собирать. Это очень полезная пыльца, да, которую тоже будем кушать, употреблять. Но пока просто ее прикрутим, подготовим, так сказать, а уже в дальнейшем будем использовать. Не знаю, куда она вот так вот у нас поместится. А, видишь, у нас что? У нас тут, у нас литок с таким вот, с подлетной доской, как бы, да? Надо подумать, как это правильно сделать. Она, видишь, во весе этот должна быть. Решили все-таки поставить ее наверх. А на время сбора будем просто нижний литок закрывать планкой и все. Так, наверное, будет правильней. Что-то сразу хорошая мысль, как говорится, сразу не приходит. Ну, вот так вот получилось. В таком режиме это будет сбор. Можно, в принципе, вот так оставить, потому что у них тут тоже проход есть. Чтобы сильно не дуло, так сказать, потому что еще у нас активная фаза весны. Ночами прохладно. Так, еще хотел залезть в гнездо. Посмотреть, как там дела. Так, ну пчелы достаточно много. Там я расплодовые гнездовые рамки трогать не буду. Они где-то вот здесь вот я видел. Потому что ветер сегодня мне не нравится. Чтобы сильно не студить. Тут видно вот уже тянут вощину, как говорится. Отстраивают. Тут кормовая, вот они кушают.
Петухи тут меня окружили, думали, я им вкусняшку принесла какую-то, но нет. Нам соседи еще передали цветов, очень интересных. Сейчас вам покажу. Так, здесь у меня рододендрон. Я его уже вот так зачеренковала. Останется только вставить в горшочки. Подготовить землю нужно будет хорошую. Корневин у меня здесь есть, остался немного. Так, розочки тоже. Черенки я уже подготовила. Вот. Агава. Давно я ее хотела, и наконец-то вот мне достался такой малыш. Надеюсь, примется. Так, и невянник. Правда, немного подвял. Он, цветы у него похожи на ромашки. Очень красивые, посмотрела я в интернете. Так, а сейчас буду искать места для посадки. У нас вон там клумбочка возле камелии нашей японской. И клумбочка напротив кухни, где окно у нас выходит, кухонное. Сейчас, думаю, туда куда-нибудь посажу, чтобы было видно и глаз радовало потом. Сегодня такая замечательная погода, солнышко. Но я все равно одела жилетку, так как в тени такой ветер холодный поддувает. Поэтому на всякий случай. Так, вот у нас первая клумбочка. Сейчас хочу здесь высадить агаву и, может быть, несколько корней невянника, чтобы они уже размножались здесь. Вот. В дальнейшем я хочу сделать такую из веток ореха тоже ограждение, чтобы петухи не лазили, потому что они у меня так и норовятся разорить мои клумбы. Они почему-то очень любят клевать калы, которые вот у меня бедные кое-как доживают, не знаю. Они в то лето вообще полностью их до корней склевали. Но вроде бы жива, что не может не радовать. Так, сейчас выберу место и буду уже сажать. А здесь вот петушки гуляют. Тут такой ковер из цветов, как будто бы снег. Очень красиво. Такие маленькие белые цветочки. Может быть, кто знает, как они называются. Но очень красиво выглядит. Я вот не пойму, такой запах стоит невероятный. А потом уже посмотрела, что здесь вот цветет вот это дерево. И пчелы возле него так жужжат, работают. Я думала, это магнолия, но оказывается, это что-то другое. Вот такие вот цветочки. Запах невероятный, я даже не знаю. Что-то между цитрусами, липой. Класс. Надо будет загуглить, как называется такое растение. Так. Ну, я думаю, агаву можно будет вот тут посадить. Она вырастает большая, высокая. В этой части у меня каны, они тоже очень высокие, наверное, метра под 1,5-2. Поэтому эту зону уже не будем трогать. А вот здесь как раз будет смотреться хорошо. Будем постепенно увеличивать зону нашей клумбочки. Сейчас мы ее хорошо корневином присыпем, чтобы она быстрее принялась. Так. Я в том году с дуру ума взяла и здесь клумбочку всю засыпала компостом. Компостом, опилками, думаю, чтобы красиво было. И питание цветочкам. Но петухи решили, что это я для них посыпала. Они все разрыли здесь. Весь компост перекопали, все цветы. Поэтому я пока боюсь тут что-либо сыпать. Надо сделать ограждение.
можно будет полить хорошо. Так. Все, будем надеяться, что все примется. Так, ну вот все высадила. Надеюсь, примутся хотя бы половина из всего этого. Так, сегодня у меня плановый осмотр моей пчелосемьи. Хочу посмотреть, насколько эффективно они уже отстроили те рамки с вощиной, которые я им поставил. Посмотрю, сколько уже рамок занято расплодом. Опыта в пчеловодстве у меня совсем немного. В том году только начал заниматься этим увлекательным занятием, так сказать. Ну, время зря не терял, зимний период, много информации изучил. В этом году попробую управлять расплодом и медосбором по методу Миленина. Ну, в двух словах расскажу, в чем он заключается. То есть основное, наверное, отличие от всех других методов. Ну, в принципе, химические методы я вообще никакие не рассматриваю. А это именно эко-пчеловодство. Это изоляция матки, да, то есть практически там на все лето, почти на весь май. Для того, чтобы контролировать медосбор, да, то есть максимизировать, чтобы пчелы не ухаживали, да, за потомством, а именно были уже заняты сбором меда. Это первый фактор полезности, да, этого метода. Второй, наверное, тоже очень-очень сильный фактор – это борьба с воротозом, с клещом. Получается, в самую активную фазу размножения клеща матка королева, да, будет изолирована, расплода не будет, соответственно, и популяция клеща расти не будет. Вот еще одно преимущество. Поэтому будем пробовать. Ну а сейчас, как я уже сказал, посмотрим, как у меня там с вощиной, да, насколько они отстроили. Если уже все отстроили, добавлю еще парочку. Вот. Ну и посмотрим, сколько уже рамок занято расплодом. То есть сейчас хорошо видно, как пчелы вот, собирают. Вот какая-то оса к ним залетела. Сейчас они, наверное, будут ее убивать. Она, мне кажется, даже такая худая, что она, наверное, даже побоится пойти. Смотри, сколько пчел. Нет, что-то пытается туда пойти. Вот видно, как пчела пыльцу носит. То есть это для кормления как раз молодых личинок. Еще насмотрелся тоже в ютубе много интересных видео по поводу содержания пасеки. Мне понравился метод содержания под таком, как полудомик. Вот у меня как раз есть тут заброшенная, как сказать, кукуруза. Тут кукурузу раньше сушили. Вот она, в принципе, не в плохом состоянии дерева, я посмотрел. Единственное, нужно будет крышу мне тут переделать. Вот, хочу вот эти вот поперечину так сделать. Вот здесь 2 ряда ульев поставить. Так, стены загородить, чтобы не дуло, соответственно, не капало. Ну и где-то я так примерно рассчитал. Вот здесь вот будет первый уровень ульев, где-то 5 встанет. И на второй задний уровень еще 5. То 10 семей. Мне кажется, будет больше, чем достаточно. Плюс удобно, можно сделать какие-то вот еще проекты я не доделал. Не знаю, может, тоже посоветуют наши подписчики. То есть какой-то, может быть, на второй этаж, как лестницу, и там уже хранить всякие там улья, рамки, там много чего для пчеловодства необходимо, чтобы все в одном месте. Здесь уже столбы есть. Единственное, вот
залить полы, забетонировать, чтобы удобно было. Может быть, даже здесь какую-то дверь сделать, да, стены в дальнейшем зашить. Там какой-то рабочий стол сделать, свет провести. А здесь уже будет вот так вот вылет пчелы. Тут достаточно такое свободное пространство. Вот туда, мне кажется, будет неплохо. В общем, буду еще думать. В принципе, тут вот прям пчелы намного больше стало. Я бы сказал, уже вот полных рамок. Но вот я не стал все вынимать. Видно, что они тут греют расплод, потому что все-таки температура еще там 35, по-моему, у них должна быть в гнезде у расплода. Поэтому, ну, пчелы достаточно много. Кое-какие рамки уже отстроили, поэтому сейчас, наверное, еще 2 вощины сюда принесу, добавлю. Те, которые крайние вощины, я чуть-чуть передвинул вперед, чтобы они тоже их отстраивали. Чтобы у нас к началу мая было максимальное количество расплода. Вот такая задача. Пока сейчас стоит. Вот добавим тут рамочек уже с сушью. Поставил сразу вот 12 рамочек, чтобы уже сюда поменьше лазить. Сформированное гнездо. Просто буду потом поднимать, смотреть, насколько они осваивают. Они чуть-чуть запропорились или все. На улице дождик, вот такая вот погодка серая. О, ничего себе, ограждение уже поставили. Да, красиво. вчера делали. Еще сказали, здесь должны подъем сделать бетонную дорогу. Что-то за 30 метров до и после. Ну, уже хорошо смотрится. Да, отлично. И вот такие вот бетонные залили, как упоры сказать, ну и чтобы река, направление реки задать, чтобы она вот бок моста не размывала, если когда высокий уровень будет. Поэтому с двух сторон вот такие вот бетонные конструкции залили. О, красиво. Слоник такой, да? Заходи там. Заходи. Гелоца. Гелоца. Дедис. Длес.
У нас немного времени до заката осталось. Пойду начну разбирать завал под будущей пасекой, вот, которую здесь планирую сделать. Вот сейчас начнем, чуть-чуть уберу. Вот Тима идет помогать, да. Давай подумаем, куда это мы уберем, потому что тут, в принципе, хорошие доски, которые пригодятся, трубы, всякие шланги. Нам надо это все разобрать, Тима, чтобы можно было подготавливать полы. А после заливки полов, я думаю, уже будем всем остальным заниматься. I feel like I've been here before, familiar with the view. This ain't nothing new. And every time that you walk through the door, I'm hit by the same old side, blinded by the lights. And I'm going through changes, but it's easier with you. I'm going. Вот так мы разобрали. Тут петушок, несмотря на то, что уже смеркается, пошел червячков, жучков там выбирать, которые прячутся. Так, осталось нам вот это вот определить, что-то там на дрова, что-то на мусорку. Вот так вдоль вот домика деревянного я пока сложил все. Вот эти трубы всякие вовнутрь положу. Шланги сейчас смотаю покомпактнее. И, наверное, тоже куда-то повешу вот сюда под навес. Такой пока план. I feel like I've been here before, familiar with the view. This ain't nothing new. And every time that you walk through the door, I'm hit by the same old side, blinded by the light. Сегодня продолжаю работу с пчелами, но точнее сказать то, что от них осталось. Вот, в данном случае это улей, да, тот, который ушел под зиму с немногочисленной семьей и погиб. Вот, в нем завелась восковая моль. Сначала я хотел эти рамки просто перетопить на воск, но потом начал изучать полезные свойства личинок восковой моли, продукты их жизнедеятельности. Вот здесь видно темное вот это все, это их продукт жизнедеятельности. Оказывается, это ценнейший продукт. Ну, возможно, многие знают, особенно взрослые зрители нашего канала, насколько это все полезно, да, какие болезни она лечит, там, начиная от туберкулеза,
заканчивая там различными болезнями сердца, там и тромбы рассасывает, и в принципе это уникальная золотая бабочка, даже я читал, в Египте ее называли, потому как там великие фараоны, да, с помощью ее поддерживали свое здоровье. Сейчас, конечно, в современном мире никому не выгодно, чтобы люди были здоровыми, долго жили, поэтому вот такая информация. Не так много книг, в принципе, я нашел на эту тему. Илья Мечников, там знаменитый биолог, да, как бы с него все началось, что он раскрыл эту тему. То есть он провел исследования, доказал, что личинка восковой моли разрешает вот эту вот оболочку бактерий, туберкулеза, да, с этого все началось. Ну и плюс вот сколько у нас в теле, да, всяких застоев и крови и всего, которые способны победить. Ну, это выжимка их делают, бесспиртовая выжимка. Вот куда я склоняюсь вот в сторону этого изучения. Есть еще спиртовые настойки, тоже достаточно эффективные. Поэтому сейчас мне нужно найти какую-то емкость, куда это все вырежу я с рамок, пересыплю. Там сверху надо какую-то там сеточку мне сделать, марлю. И там сейчас вот температура повышается, она как раз будет куколки вылупляться, откладывать новые личинки. Ну, то есть там у меня будет такой, как инкубатор. Инкубатор новых личинок, а в это время вечерами буду как раз изучать литературу. Уже скачал себе несколько книжечек. Конечно, хотелось бы, наверное, на бумажном носителе. Намного удобнее читать. Тоже посмотрю, что можно найти. Вот. И думаю, к тому моменту, когда у меня появится эта восковая моль, у меня уже будет больше информации, как делать выжимки, правильные настойки. Возможно, кто-то из наших зрителей тоже обладает информацией, рецептами. Поделитесь, пожалуйста. Будем очень признательны, потому что родственники уже ждут от меня этот пчелопродукт. Вот, потому что, ну, действительно, он тяжело найти сейчас на нашем рынке качественный, да, чтобы сделано качество, без подделок, без каких-то разбавок. Вот, поэтому в первую очередь, конечно, будем обеспечивать свою семью, но, возможно, в дальнейшем тоже появится в нашем интернет-магазине. Посмотрим. В общем, поехали, пошли искать емкость. У меня, в принципе, на примете уже есть одна идея. Та медогонку, которую нам тоже передавал подписчик с Краснодара, закроем. За что им огромное спасибо. Но вот, к сожалению, вот эти ржавые элементы, которые ну, вращают, рамки на них держатся. То есть это очень либо трудозатратно, либо незаменимая вещь. Вот. И, конечно, соприкосновение меда с ржавыми элементами недопустимо. Поэтому я, скорее всего, воспользуюсь этой емкостью. Как раз она большого объема. И вот там будем разводить этих золотых бабочек. Так, ну вот она, та самая медогонка. Ну, точнее, этот бак от нее. Не знаю, на сколько литров, но она огромная. Будет где разгуляться, так сказать, восковой моли. Единственный вот тот вот кранничек, да, который я откручивал, чтобы снять ржавчину, он там уже такие болты непригодные. Поэтому сейчас, наверное, жестью просто закрою, чтобы отсюда никто не вылазил. И будем тогда потихоньку вот это все срезать с рамок и туда складывать. Так, вот так получилось. Сейчас срежем болгаркой то, что торчит. Так, вооружился вот такими инструментами. Так, это обычная стамеска пасечника, шпатель строительный и нож. Все, поехали срезать. Я вот так буду над этим. Все, что есть на рамках.
Вот такой вот тут у меня рой пчел уже не дают работать. Уже в лицо лезут. Сейчас, наверное, буду одевать. Ну, не весь защитный костюм, а хотя бы так на лицо, чтобы не мешали. Ну вот, так-то получше. Я не знаю, я хоть там сильно и не боюсь, конечно, пчелиной укуса, но так я их не очень переношу. Потом все это зудит, чешется, не знаю. Спокойнее в костюме работать с таким количеством пчел. Так, ну все готово, улик почистил, все вытряхнул. Так все это выглядит. Хочу еще вечером продезинфицировать. Наверное, просто возьму горелку, хорошо прожгу все внутри, чтобы не осталась эта восковая моль здесь в домике, в улье. Вот. А что касается того, что я извлек, тут поналетело пчелы, конечно, неимоверное количество. Наверное, и моя, и соседская, и вместе взятая. Поэтому дождусь вечера, когда все вернутся в улей. Накрою это все вот таким вот агроволокном. Здесь сверху такой резиночкой затяну и уберу туда под навесик. Будем ждать появления восковой моли. Но тут ей покушать хватает. Ого. Прилип, да? Ой. Ну ничего, другой. Сделай. Вау, молодцы. Красиво? Да. Ну давай, клади на коврик. И бабочки еще. А я... То есть вот... Так, ну вот у нас свечерело, пчелы разлетаются по домам, а мы займемся дезинфекцией этого улья. Он у нас самодельный, мы сами сколачивали из того, что было. Ну ничего, мне кажется, неплохо получилось. Вот так он достаточно тяжеленький, потому что толстая доска применяется. Поэтому, я думаю, сгодится еще на сезончик другой, так точно. Тем более я планирую пасеку содержать под навесом, поэтому, я думаю, там сильно портиться они не должны. Так. Вот такой просто горелкой пройду сейчас.
все эти складочки убрать от яиц восковой моли. Так, ну все, дезинфекцию провели. Вот такой обожженный улик чуть-чуть получился. Но зато точно уже будет без личинок. Ставим его в стойло, как говорится. Надеюсь, в этом году попробуем, кстати, ловушки для пчел поставить у себя. Сделаю на 5-6 рамок. Поставлю вдоль участка. Может быть, дикий рей будем ловить в сезон роения. И заполним улики. Тяжелый какой. Вот. Аж крышка открылась от тяжести. Вот у нас 2 улья готовятся к новым семьям. Так, и тут уже почти вся пчела разлетелась. Пойдем относить. Это надо хранить в темном месте, в проветриваемом. Поэтому сейчас сделаем агроволокно, как я уже сказал. И поставим туда под навес. Настя, поможешь мне? Да. Не бойся, да, они не должны тронуть. Достаточно много получилось, да? У нас тут будет брудер для восковой моли. Сейчас, в принципе, температура уже повышается. Она должна быстро завестись. Будем проверять. Вот пока сюда на место дров, я думаю, поставим. Сейчас принесу чем накрыть. Вот, 2 слоя агроволокна. Так, кстати, что там, все пчелы ушли? Нет, надо выгнать. Ну-ка, давайте отсюда. Давайте, давайте. Это не для вас. Это для золотой бабочки. Знаешь, Тася, что такое золотая бабочка? Скоро покажу тебе. Вот здесь они заведутся, я тебе покажу. Хорошо? Это чтобы они не улетели, бабочки. А чтобы личинки откладывали. Что, внутри, что ли? Да, внутри осталось. Сейчас выпустим. Вроде не видно было, она, видать, там где-то копала. Вау. Я хочу тут и тут. Тася сегодня 5 лет, да? Да. Сейчас понесет Тася в садик деткам, будут ее поздравлять. Да? Да. Какая Хочу нарядная так тут. сегодня в юбочке.
Класс. Все, можно смотреть. Давай, вставай, вставай, вставай. Давай, загадывай желание. Стой, Тима, не помогай. Желание какое загадываешь? Когда загадала, задавай. Давай.